Всем привет! Сегодня делюсь очень простым рецептом домашнего хлеба на закваске. Этот хлеб получается пышный, мягкий и с хорошим ароматом. Готовить будем из 3 видов муки, и как всегда в этом видео я рассказываю все подробности так, чтобы у вас все получилось. Ингредиенты для этого хлеба вы можете найти в описании, и они сейчас видны на экране, и давайте готовить. Температура дома у меня сегодня в районе 20 градусов по Цельсию или примерно 68 по Фаренгейту. И температуру воды я возьму немного теплее, примерно 25 градусов по Цельсию или 76 градусов по Фаренгейту. Если у вас дома прохладнее, то воду берем более теплую, если дома жарче, чем у меня, то воду берем более прохладную. Для этого хлеба нам понадобится 100% влажности пшеничная закваска. Я закваску свою покормила утром в районе 8 утра, и сейчас около 11 она уже поднялась и готова к использованию. В большую чашку вливаем 350 мл воды и сюда же добавляем нашу закваску. Здесь у меня 100 грамм. По желанию, конечно, можно также приготовить и опару с предыдущего дня. Для этого накануне вечером нужно взять 10 грамм закваски и покормить ее, добавить 45 грамм воды и 45 грамм муки. Все хорошенечко перемешать и оставить на ночь до утра, до подъема. Закваска у меня активная, очень хорошая и пышная. Полностью растворяем ее в воде. Ну и теперь добавляем муку. Здесь у нас по рецепту идет 300 грамм белой муки. Можно использовать либо высший сорт, либо первый сорт. У меня белок в этой муке 11.7, однако у вас могут быть небольшие отхождения. В принципе, любой белок от 11,5 до 12,5 для белой муки подойдет. Сюда же я добавляю 150 грамм цельнозерновой пшеничной муки. И сюда же для вкуса и текстуры добавляем немного ржаной муки. Здесь у меня 50 грамм. И все эти ингредиенты хорошенечко перемешиваем лопаткой до полного увлажнения муки и до формирования мягкого эластичного теста. Благоприятная температура ферментации этого теста 25-26 градусов по Цельсию или 77-79 по Фаренгейту. Ну и здесь может возникнуть резонный вопрос, что делать, если такой комнатной температуры у вас нет, и что делать, где найти эту хорошую температуру для ферментации этого теста. И здесь очень хорошо находить именно этот баланс, как я делаю, например, со своими температурами, и именно поэтому я их показываю в начале видео. То есть, смешивая ингредиенты в холодной кухне с теплой водой, я получаю температуру теста как раз в районе 25 градусов по Цельсию, что и подходит для ферментации. И для дальнейшей ферментации я ставлю свое тесто в слегка разогретую духовку, потому что дома у меня опять-таки прохладно. Это тесто в конечном итоге получается мягкое, немного кажется жидким и липкое. На данном этапе я его накрываю крышкой и оставляю на отдых на 40 минут. У меня уже прошло 40 минут, и тесто внешне пока никак не изменилось. Оно стало более расслабленное, более мягкое и даже более влажное. Вот так оно выглядит, у него пока нет текстуры, нет структуры, и теперь самое время добавить соль. Соль я высыпаю прямо сюда на тесто, здесь я жидкости дополнительной не добавляю, потому что тесто достаточно влажное, и этой влаги хватает для того, чтобы смягчить соль и помочь ей раствориться в тесте. И складывающими движениями сильно здесь не вымешиваем, аккуратно складываем соль внутрь, немножко обминая тесто со всех сторон. И обминаем его только до тех пор, пока вы не перестанете чувствовать кристаллы соли под своими пальцами. Обычно у меня это занимает 2-3 минуты. Тесто за это время должно стать более эластичным, более гладким и начать приобретать свою текстуру. Я уже округлила немного теста, хочу переложить его в новую чистую чашку. Чашку я смочила водой, так тесто потом будет легче вынуть, и перекладываю тесто в чистую чашку. Далее этому тесту мы будем делать складывание и растягивание. Всего мы их будем делать 5 каждые 40 минут. И на данный момент убираем его на первые 40 минут на отдых. Температура ферментации сейчас на экране. У меня уже 40 минут прошло, и вот так тесто выглядит у меня при первом растягивании. Для того, чтобы тесто не прилипало к рукам, пальцы я смачиваю водой и вытягиваю концы теста вверх. Потом их накладываю сверху на поверхность теста, кручу чашку и снова тяну края вверх и снова накладываю на поверхность теста. Таким образом мы растягиваем тесто до тех пор, пока оно не перестанет тянуться. Делаем этот процесс и повторяем этот процесс очень аккуратно, растягиваем аккуратно для того, чтобы не порвать тесто и не повредить клейковину.
Первое складывание, растягивание закончили, я округлила тесто и накрываю его снова крышкой и отправляю снова на отдых. Второе, третье и четвертое растягивание, складывание я показывать не буду, они абсолютно одинаковые. Покажу вам пятое, потому что тесто к пятому уже заметно изменилось. А это у меня уже пятое растягивание и складывание. Посмотрите, как сильно заметно изменилось тесто. Оно уже хорошо поднялось, оно увеличилось в объеме, стало более пушистым, податливым и более тягучим. И снова повторяем все тот же процесс. Вытягиваем края теста очень аккуратно вверх до тех пор, пока тесто само тянется, и накладываем их на поверхность. Таким образом мы создаем нашу текстуру и структуру теста на будущее. На данном этапе снова накрываем тесто крышкой и отправляем его снова на дальнейшую ферментацию. Всего у меня тесто стояло при температуре 25-26 по Цельсию примерно еще около 2 часов. Ориентируемся на общий подъем теста. То есть от первоначального теста при замесе тесто на данный момент у меня поднялось ровно в 2 раза. Тесто это очень липкое, мягкое, податливое, прилипает к столу, поэтому подпыляем обильно стол мукой и выкладываем тесто на стол. Если чашка у вас была смочена водой и была чистая, то тесто само выпрыгивает на стол. Тесто это получается мягкое и очень липкое. Подхватываем его снизу, там где оно в муке, сверху его стараемся не трогать, сверху очень липкое тесто. Формируем прямоугольник и накидываем края теста друг на друга с нахлестом. И затем тесто сворачиваем рулетом, формируем шар, подкатываем шар, округляем его. И снова мы накроем его крышкой и дадим ему отдохнуть и полежать минут 20-30. У меня прошло 20 минут, тесто хорошо расслабилось и полежало. Я его снова немножко подпыляю мукой, буквально чуть-чуть вокруг, и подхватываю шпателем. Переворачиваю тесто вверх дном так, чтобы нижняя сторона, которая была в муке, снова оказалась в муке, а сверху липкая оказалась сверху. И складываю тесто вот таким образом. И проходимся по всем краям, защипываем края и формируем нашу буханочку. Корзинку я свою уже подготовила и обсыпала ее мукой и перекладываю хлеб в корзинку. Хлеб полностью занимает мою корзинку, вот так он выглядит сверху. Я его слегка подпылила снова мукой, накрываем его пленкой и убираем в холодильник до утра. У меня уже наступило раннее утро, и свой хлеб я буду выпекать вот в такой кастрюле. Я сейчас ее поставлю в духовку и начну разогревать духовку до температуры 250 градусов по Цельсию или 482 по Фаренгейту. Моя духовка уже нагрелась и кастрюля горячая, и теперь время подготовить хлеб. Хлеб у меня холодный, только что из холодильника, я его прокидываю на пергаментную бумагу и вытаскиваю из корзинки. Стряхиваем излишки муки с хлеба и делаем надрез. Надрез нужен для того, чтобы хлеб максимально раскрылся. Надрез обычно делают по косой линии, под углом где-то примерно около 30 градусов. Делать это лучше всего лезвием, потому что лезвие тонкое и острое и не тянет за собой тесто. Свой хлеб я всегда сбрызгиваю немного водой сверху для создания дополнительного пара. И будем выпекать хлеб при температуре 250 градусов по Цельсию, 482 по Фаренгейту 20 минут под крышкой. И затем температуру нужно будет снизить до 200 градусов по Цельсию, 392 по Фаренгейту. И допечь хлеб еще 25 минут без крышки до румяного цвета. Как-то в комментариях меня спрашивали на канале, почему я хлеб все время показываю в кастрюле и что делать, если у вас кастрюли нет. Конечно, любой хлеб с моего канала по любому рецепту вы можете испечь и в открытом виде на противне или на камне для выпечки. Совсем не обязательно иметь кастрюлю для того, чтобы печь хлеб на закваске, но, на мой взгляд, в кастрюле мне больше нравится результат, поэтому я и пользуюсь. Вот такой хлеб у нас в итоге получился. Хлеб получился красивый, пышный. И у него очень красивая, румяная, хрустящая, тонкая корочка. Снизу он тоже хорошо пропекся, и хороший звук по донышку говорит нам о том, что хлеб полностью готов. Вот такой красавец получился. Хлеб очень хороший, хрустящий, пушистый, мягкий, вкусный, ароматный. Ну и давайте взвесим, посмотрим, сколько он получился по весу. По весу получилось ровно 852 грамма. И даем хлебу остыть часа 2-3, и можно его разрезать и посмотреть, что внутри.
Сверху у него действительно получилась очень хорошая тоненькая хрустящая корочка, нож проваливается в хлеб, хлеб очень мягкий и ароматный, пахнет безумно. И вот такой красивый мякиш у нас получился. Мякиш хороший, имеет подвижную текстуру, структуру, очень мягкий, никаких сквозных больших дыр здесь нет. Очень хороший, равномерный мякиш, пахнет очень вкусно. Ну и как обычно, если у вас остались какие-то вопросы, на все вопросы я отвечаю в комментариях. Если вы захотите поделиться фотографиями, то у меня для этого есть телеграм-канал, присоединяйтесь, делитесь, мы будем смотреть.